Алиса, стоп! Я вас приветствую. Мои дорогие зрители, спасибо, что пришли. Как обычно в пятницу, это наш последний в этом году эфир, предновогодний. Я вас всех поздравляю с наступающими праздниками. И, как обычно, ваши вопросы, мои ответы, посвященные программированию, менеджменту, вашему карьерному росту и, конечно, нашей с вами философии бытия, в коей мы постоянно существуем. Философия, если можно так сказать. Так, ну давайте, вопрос первый. Константин спрашивает. Вы выступаете за четкие формальные правила против субъективных оценок работы, а Шарапов разве нет? Это отсылка к прошлому эфиру, в котором мы обсуждали позицию Жеглова и Шарапова в известном фильме «Место встречи изменить нельзя». И я говорил, что Шарапов требовал верховенства закона над эмоциями, над личными убеждениями, над логикой даже, над логикой ситуации. И вот вопрос Константин задает, как же так? Он видит противоречия. Я вроде бы с одной стороны выступаю за формализм в менеджменте и за отсутствие субъективности, но с другой стороны как будто бы я против Шарапова. Я не могу сказать, что я против Шарапова и против его позиции, но кажется мне, что не могут правила управлять людьми, не могут законы управлять людьми. Все равно человек управляет человеком. Законы и правила – это лишь инструменты, с помощью которых мы обеспечиваем управление. Это лишь средство или способ заставить одного человека делать то, что нужно другому. Любое управление – это насилие, вы должны понимать. В какой бы то ни было форме, но это насилие. Менеджер вами управляет, вы ребенком своим управляете, вами управляют родители, жена вами управляет, вы женой управляете. Это все в той или иной форме насилие одного индивида над другим. Только оно может быть запаковано в любовь, в одобрение, в похвалу, в признание, в менеджмент, в командный дух. Раз. Меня не слышно и не видно? Раз. Меня и слышно, и видно? Или и не слышно, и не видно? Я не знаю, почему так происходит. Нужно просто стартовать заново этот стрим. Да, вы там маякните мне, если я снова в эфире. Здесь все не так просто. Прошу прощения. Пошло. Хорошо. Продолжаем. Да, и вот мы говорили о правилах. Я вам говорил, что если правила выставляются как якобы замена менеджмента, и нам декларируют форму организации общества как якобы такой, в котором главенство закона и закон для всех един, и мы все как будто бы подчинены некой абстрактной фемиде, которая обезличена и ни у кого в руках не находится, нас просто обманывают. Это лицемерие, это вранье, прямым таким простыми словами, просто вранье. Шарапов как будто бы к этому призывал. Он говорил, давай уберем человека из системы правосудия и оставим только без глаз и без ушей фемиду, которая не видит, не слышит, а только принимает решение объективно. Да? Перед ней вот такой абстрактный, безымянный преступник, и она его судит совершенно непредвзято. Ну так не бывает, и не будет, и не должно быть. И также и в менеджменте. Должно быть управление человеком. Вами должен руководить человек. Вами должен руководить начальник. Начальник – это ваш командир. Вы ему служите.
Но он при этом должен использовать инструменты вашей оценки, такие, которые вам понятны. Я не за то, чтобы совершенно убрать начальство и его вот эту роль, не управленческую, а доминирующую, его волевую роль. Не нужно убирать, она нужна нам. Нам нужно, чтобы у любого процесса был командир, была центральная власть и центральная воля. Но то, каким образом распределяется дальше эта самая воля и власть, вот в этом вопрос. Как к нам приходит власть сверху? В виде чего? В виде обещаний малопонятных, в виде лозунгов, трудно переводимых на реальность, в виде пустых слов или в виде конкретики. Вот я недавно разговаривал, буквально пару дней назад, с менеджером айтишным, у которого в подчинении десяток программистов или даже 1,5 десятка, и они много лет работают вместе. Я ему говорю: как вот ты, дорогой, оцениваешь труд своих людей и как ты контролируешь, кто сколько сделал, и более того, как ты их мотивируешь? Если ты платишь им зарплату каждый месяц, там, 20 числа на карточку, то есть деньгами ты никак их не мотивируешь, ты им каждый месяц выплачиваешь одну и ту же сумму, и дальше вопрос, как ты их можешь ими управлять в этом случае? И он говорит: ну как, у меня же есть руководитель команды. Он их контролирует. Я говорю: как контролирует? Что ты имеешь в виду? Он говорит: ну как? Контролирует. Но если он не выполнил задачу в срок, то к нему подойдет тимлид и проконтролирует. Я опять спрашиваю: ты что имеешь в виду под контролирует? Как он? Ну вот я твой программист, допустим, сижу я. Вот я не выполнил в срок. Пошел домой. Ну проконтролируй ты меня. Что ты проконтролируешь? Как ты меня заставишь? Тогда говори уже прямым текстом, что он подходит к ним и заставляет, используя давление, используя психологическую доминацию, используя комплекс вины, используя какие-то там комбинацию дружеских и начальственных отношений, то есть используя психологическое давление. Ну так скажи об этом. Он говорит: нет, ну что за ерунда, какое давление? Ну а что ты тогда юлишь? Он их как-то проконтролирует. Ну ты скажи: я вот контролирую путем подавления этих безвольных кодеров, которые безмолвные бескодеры, и безмолвные и безвольные, умеют только кодить. Я над ними ставлю тимлида, который более волевой, более агрессивный, более требовательный. И он подходит и давит просто своим авторитетом. Но это является той или иной формой психологического давления. Ну, признай это, скажи об этом. Да, у меня вот так в команде, я выбрал такой путь. Нет. Он говорит: да нет, что за ерунда, у меня просто нормальный менеджмент, у нас все вместе работают. Ну, человек, он выполняет задачу, если он не выполняет, то его контролируют. Вот я против этого, против такого, как это сказать, против лицемерия в этой области. Скажи прямо, так же как Шарапов, он тоже был такой лицемерную позицию занимал. Ну скажи прямо: я хочу отпустить этого преступника, несмотря на то, что я знаю, что он преступник. А он так не говорил, он петлял, он говорил: ну нет, нельзя, вот закон, чтобы был такой, знаешь, субъективный, надо, чтобы он бла-бла-бла. Ты скажи прямо. А ему Жиглов говорит: ты давай по делу, вот мы этого товарища преступника, ты его что, отпустить хочешь? Ну, скажи в ответ свою позицию. А вот эти вот все либералы современные, которые и вашим, и нашим, они топчутся на месте, но прямо сказать не могут. Я своих сотрудников контролирую. Угу. Так и с женой. У нас с ней, там может рассказать, у нас в семье все по договоренности. Начнем вникать и увидим, как там по договоренности. Кто на кого давит, кто кого абьюзит, кто кого и так далее. Ну, откройте карты, расскажите, как на самом деле происходит. А потом мы вам расскажем, как у нас. И давайте сравним. Я к нему пришел, рассказывал: смотрите, у нас вот в менеджменте предлагается формула другая. Платить только за результат. И при этом не нужно никого контролировать, не нужно никому подходить в пятницу вечером и говорить: ну вот нужно остаться на субботу, потому что. Деньгами все решается. Я ему $10, он мне результат. Мало мне результата, я ему $100, он мне больше результата. Все просто. Не нужно его контролировать. Вот об этом речь, о лицемерии, которое нужно исключить. А убрать власть человека над человеком невозможно и не нужно. Она нужна. Мы иерархические существа, мы животные, которым требуется иерархия. Мы хотим над собой видеть более властную фигуру.
Так, тут спрашивают, зачем нам SPDX в проектах. Ну, это стандарт такой, он требует, чтобы в каждом файле было указание на то, какая лицензия файла и кто файл создал, потому что лицензия, прикрепленная целиком к репозиторию, она может затеряться. Не будешь же рядом с каждым файлом иметь лицензию. А файлы могут выйти из репозитория, кем-то быть скопированы в сторону и там использованы. И лицензия будет утрачена. Всегда так делайте. Всегда в начале файла обязательно указывайте лицензию. Лучше в формате SPDX. Мы делаем так во всех репозиториях. Дальше вопрос. Вы как-то сказали, что EOLang сочетает в себе и объектно-ориентированное программирование, и функциональное. Получается, что в вашем понимании идеальный язык — это тот, который смешивает две парадигмы вместо жесткого использования только принципов ООП. Думаю, что да, идеальный язык — это тот, который смешивает. Идеальный язык — это тот, который построен на своих собственных продуманных принципах. Таких языков крайне мало сейчас в мире. Ну, я с ними не сталкивался, не сталкиваюсь. В основном языки создаются как что-то, а потом к ним подклеивается все то, чего требуют кодеры, которые насмотрелись этого в других языках. Java — это яркий пример. Создавался он как один язык, а потом туда стали вклеивать все подряд. Все, чего не задумывали изначально разработчики. И получили мы такого Франкенштейна, в котором уже трудно понять, где функциональное программирование, где объектно-ориентированное, и почему такого не было сразу. Аннотации, допустим, их не было в Java изначально, никто их туда не собирался вкручивать, но их туда вкрутили. Лямбда выражения тоже ставили туда и так далее. Много лишнего, того, чего не... Это не значит, что оно плохое, не значит, что аннотация — это вред, и не значит, что лямбда выражение — это какой-то дефект языка. Но сразу создавать язык нужно с этим, чтобы это внутри ключевой мысли находилось авторов языка. Так, как проводить тестирование бизнес-процессов, которые проходят через несколько микросервисов? Тут сложный вопрос, не знаю. Это надо долго рисовать, обсуждать. Видите ли вы риски, завязывая все рабочие процессы на GitHub, который может в какой-то момент закрыться? Есть ли у вас план Б? У меня нет плана Б. Вот честно скажу. Закроется, ну, это... Если как это закрыться, то есть мы туда заходить не сможем, или GitHub просто прекратит существование. Это риск равносильный, ну не знаю, риску там завтра электричество отключат вообще. Вот у меня есть план Б на эту ситуацию? Нет, плана Б у меня нет. Если завтра не будет электричества и нужно будет греться у костра и больше не программировать, ну будем по ситуации ориентироваться. Я об этом не думаю, такие риски не анализирую. Так же, как и риск отключения GitHub. Ну, VPN у нас будут, они работают, и так или иначе. Если совсем они не будут работать, и мы не сможем выходить наружу вообще в интернет, ну, придется уезжать. Я не представляю, как можно в таком закрытом формате. Но даже в Китае, в котором настолько жестко блокируется интернет, и настолько это делается уже давно, более 20 лет, там совершенно нормально я работаю и с GitHub, и с Google, и со всем остальным. VPN работает, да, их нужно переключать. Один сервер сегодня работает, завтра второй. Но все это живет и существует уже многие годы. Так что тотальной блокировки представить себе невозможно. Какой самый ценный урок, который вы усвоили за свою карьеру и жизнь, спрашивает Виктор. Наверное, самый важный урок, что опираться на человека и делать ставку на человека и доверять человеку в своих делах, это, наверное, неразумно. Это самый ненадежный материал, это люди. Вы можете опираться на деньги, вы можете опираться на технологии, можете опираться на законы, но связывать свой успех и свою жизнь, и свой путь с человеком, думая, что он вас не подведет, это просто неразумно. Так я вот с возрастом давно уже понял, что это не просто, это не значит, что это там, опрометчиво, или просто это нелогично. Любое доверие, которое вы выказываете человеку, вы в этот момент просто ослабляете свою позицию. Когда вы кому-то доверяете, вы становитесь слабее. Если
есть желание, если вы видите, для чего вы это делаете, если вы понимаете, что вам нравится, допустим, доверить человеку и посмотреть, чем это кончится, и это для вас не очень дорого, хорошо, сделайте. Но если для вас что-то важное впереди предстоит, то делать ставку на то, что вас не подведут, скорее всего, подведут. Как вы относитесь к понятию счастья? Есть ли у вас рецепт счастья? Счастье, у меня даже статья на блоге есть на эту тему про счастье. Я думаю, что счастье – это постоянная борьба, в которой вы выигрываете в маленьких битвах или в крупных битвах. И вот тот момент, когда вы побеждаете, это мгновение счастья. Они очень скоротечны, и после них обычно приходят следующие месяцы или годы опять борьбы, подготовки, и потом опять мгновение счастья. Но в растянутой перспективе, на протяжении всей подготовки, можно чувствовать себя, не знаю, в каком-то блаженстве можно, или в каком-то комфорте, или в состоянии удовольствия. Нельзя назвать это счастьем, но удовольствие. Каждый день подготовки к важной битве – это удовольствие. Потом битва, вы победили врага, и у вас счастье, эйфория. И потом опять удовольствие от подготовки, от предвкушения. Вот как-то так. Важно просто выбрать себе правильного врага. Выбрать того, с кем вы воюете. Вот этот выбор, он сложный. И многие ошибаются именно с ним. Не проигрывают в битвах, не проигрывают в подготовке, а просто не с тем борются. Не на то направляют свои таланты и свои силы. И в итоге получается и победы какие-то либо неполноценные, либо просто в поражения превращаются, либо подготовка не приносит удовольствия. Не находят себя люди. А вот когда говорят «не нашел себя», я это понимаю как не нашел с чем бороться, не нашел, что в этой жизни нужно победить, какой недостаток исправить, в каком месте улучшить окружающий мир. Дальше. Если бы вы могли провести целый день с любым человеком, кого бы вы выбрали и почему? Целый день с любым человеком. С Владимиром Ильичем Лениным, конечно. У меня бы к нему много было вопросов. Но, может быть, это и возможно, да, в перспективе, если научатся в большие языковые модели скармливать тексты, написанные человеком, то вполне себе можно представить, что эта моделька сообразит, как общался тот человек, на которого ее тренировали. А Ленин написал очень много томов и писем, и статей, и чего только он не написал. Все это можно, не просто можно, все это и так известно LLM-кам современным. Но если ее натренировать так, чтобы она и говорила нужным тоном, и отвечала, и вела дискуссию, то вполне. Так, тут Виктор еще задает пачку вопросов. Давайте мы их пропустим, потому что на одного человека так много. Так, не хотите ли вы поменять формат стрима? Я думал об этом. Думал о том, чтобы сделать такую голосовалку до эфира, в которую бы могли вопросы набрасываться, а потом люди бы голосовали за те вопросы, которые наиболее интересны. И тогда бы мы выходили в эфир, я бы отвечал на топовые вопросы. Не в хронологическом порядке, а на те, которые топовые. Но я как-то не добрался до такой системы. Нужно ее найти, которая бы так работала. Какой-то веб-сайт, может быть, подскажете, скиньте в Telegram, в чат. И я бы ее с удовольствием использовал. Тогда было бы эффективнее, я бы отвечал на то, что вам более всего интересно. Дальше. Вы пропагандируете, это вопрос так звучит, вы пропагандируете важность измерения производительности программистов. Вот менеджеры нас из-за вас и измеряют. А что и как должен измерить эффективность менеджеров? Или это игра в одни ворота? Вы знаете, сегодня же был прямой эфир у Путина, и я ему задал вопрос через мессенджер Max. Там, оказывается, можно было это сделать. Я ему прошел там все этапы, там нужно было ввести имя, фамилию, адрес проживания, телефон, там, в общем, сдать всю информацию о себе, и потом вопросы. Я ему такой вопрос, не знаю, озвучили его этот вопрос на эфире или нет, но звучал он так. Какими метриками и показателями измеряется качество работы президента Российской Федерации? Мне интересно. Он же, по идее, сотрудник, да, на зарплате президент. Он же ходит на работу, у него есть рабочий день, у него есть заработная плата, трудовая книжка. Там написано президент
Российской Федерации, правильно? Значит, у него должны быть какие-то годовые отчеты или ежемесячные отчеты, как у нас у всех, да, у сотрудников, кто работает. Я, правда, не знаю, кому он отчитывается там, не точно понимаю, как это устроено, но какие метрики, вот что меня волнует. Как это измеряется? Вот и вы вопрос задаете похожий. Как измерять менеджеров? Ну, я думаю, что менеджеров измерять по показателям, по макропоказателям команды. Если каждого программиста нужно измерять индивидуально по его микропоказателям, то группу по макро. Вот я с одним вчера общался из Европы менеджером и рассказывал ему, как мы работаем, а он мне рассказывал, как они измеряют. И он измеряет так, он собирает всевозможные метрики о том, насколько продукт, который разрабатывает команда, стабилен в продакшене. Как часто он падает, как скоро выходят релизы, какое количество багов в продакшене находится после релиза и так далее. А потом все эти метрики ложатся на ежеквартальные бонусы команды. Он индивидуально кодеров не премирует, как мы делаем, за pull-реквесты и за баг-репорты, а он целиком команду премирует за такие показатели quality of service, качество работы продукта целиком. Ну, мне кажется, это хорошая штука, но только бы я делал все-таки это для архитектора и для менеджера. А вот индивидуально программистов так оценивать не стал бы, потому что программист, очень часто не может повлиять на такой общий макропоказатель. Я хороший программист, я хорошо программирую, но мне ставят бестолковые задачи. И что мне с этим делать? Идти к менеджеру и возмущаться, и сопротивляться? Я буду разваливать иерархию управления. Правильно, да? Если я не согласен с тем, что делает архитектор, я вижу, что в продакшене у нас сбои. И какая моя возможность в этом случае, как кодера, повлиять на ситуацию? Практически никакой. Только расшатывать лодку, да? Ходить по офису, возмущаться, говорить, что наш архитектор бестолочь, и нужно его сменить, он ничего не понимает, поэтому мы не получили бонус в конце квартала. Такие мои действия. Или я должен влезть в ту зону ответственности, которая меня не касается, и начать там принимать решения. Давайте мы сменим технологию, давайте мы скрипты перепишем, давайте... и что это будет? И так будут делать все 20 членов команды. Не должно быть такое. Должен каждый на своем уровне иметь свою ответственность. Кодер отвечает за качество кода и за его количество. Точка. За бизнес-результат он отвечать не может и не должен. И за результат архитектуры он не должен отвечать. Он не должен быть виноват в том, что у нас неправильно выбрана, схема базы данных. Это не его беда. И более того, он должен не отвечать за это. И его должны продолжать вознаграждать, в то время как система работает нестабильно. Вот это будет правильный менеджмент. Да, у нас бизнес-показатели падают. Да, много багов в продакшене. Да, у нас даунтайм высокий. Каждые 2 дня мы уходим в даун на полчаса. А кодерам продолжаем платить бонусы за то, что они качественно пишут код. Так должно быть. Но это менеджмент не способен на... Алиса, стоп. Но менеджмент не способен на такой формат. Обычно менеджмент пытается все проблемы менеджмента, все проблемы внешнего круга свалить или оттранслировать, переложить на плечи линейного персонала, то есть нас с вами, кодеров. Так, дальше. Какую китайскую философию предпочитаете? Конфуцианство – это авторитет традиций, культуры и образования. Или легизм, я первый раз слышу слово, это безусловное подчинение всех единому закону. Но мы обсудили выше эту тему немного. Конечно, подчинение безусловное всех единому закону просто невозможно. Повторюсь еще раз. Это выдумка, это фальшивка. Вам пытаются продать идею единого закона для всех. Так не будет. Лучше, если нам скажут прямо, что вами управляет царь, командир, кто угодно, начальник. Он босс, он начальник, ты дурак. Эта формула едина, она правильна, и она базовая. Я начальник, ты дурак. Нужно эту формулу считать как аксиому. Я не шучу сейчас. Это главный принцип менеджмента. Начальник всегда прав. Но дальше вопрос в том, как он свою правоту транслирует на подчиненных. Есть начальники, он при этом прав, но он еще и дурак, он самодур.
тогда это проблема. А есть начальник, который всегда прав и умеет эту правоту правильным образом спустить вниз на подчиненных. Но не может быть начальник неправ. Ну, это контрпродуктивно. Так, дальше. Можете ли вы на код-ревью отклонить pull request, если все проверки пройдены, а код написан, например, процедурно? Да, мы в основном так и отклоняем. Это как раз и есть главная причина отклонения. Мы на проверки, проверки это база, мы даже не обращаем внимания. Если проверки не пройдены, мы даже не стартуем код-ревью. Не имеет смысла ничего проверять, если билд не собирается, то даже обсуждение не начинается. А дальше мы начинаем обсуждать уже архитектуру, дизайн кода, насколько он нам нравится, насколько он в наших традициях написан. Дальше. Почему зерокраси конфликтует с педагогической поэмой? Где в зерокраси коллектив? Вот вам кажется, что коллектив это когда хаос, когда бардак, и когда каждый друг другу помогает в этом хаосе выжить. И это называется коллектив. Когда я помогу тебе, потому что никто не знает, как работать, поэтому ты завалил прошлую задачу, и тебе нужна помощь. А ты поможешь мне, потому что я тоже не знаю, как работать, но помощь нужна. Если четко разделить ответственность между всеми и четко поставить систему вознаграждений и наказаний, то коллектив возможен, но не в формате, как сказать, рука руку моет. Не в формате один другого поддерживает в общем беспорядке. Не нужно друг друга поддерживать. У меня есть задача, у тебя есть задача. Ты ее выполни, я ее выполню. Ты больше сделал, получил больше. Я меньше сделал, получил меньше. И потом мы вместе идем и обедаем, не знаю, гуляем, общаемся, играем в карты. Это наше коллективное времяпровождение. Но если я работал больше, то я получу больше. Коллектив не должен строиться на уравниловке. Он не должен строиться на принципах размытия индивидуализма, размытия личности. Мы все разные, и у нас у всех разный вклад в общую задачу. И это хорошо. Мы должны видеть, кто больше работает, кто меньше работает. Кто-то стахановец, кто-то 2 смены выполняет там за рабочий день, а кто-то меньше выполняет. Это здорово. Должна быть доска почета тех людей, которые работают лучше. И доска позора тех людей, которые работают хуже. Так должно быть в правильном коллективе. А в современных коллективах никаких досок почета и никаких досок позора. Одни доски ответственных за пожарную безопасность. Вот все доски, которые у нас остались в современном менеджменте. А должны быть доски, на которых висят фотографии людей, и под ними детальное объяснение, почему их туда повесили, чем они так выделились, и как я могу также выделиться. Но менеджмент боится этого, я вам 100 раз говорил. Менеджмент некомпетентен и труслив. Вот два качества современного менеджера. Он некомпетентен, он не соображает, что происходит, просто неграмотен, он не учился тому, чему должен был учиться. И труслив, он боится, что его разоблачат. Он боится, что его некомпетентность окажется на виду, и поэтому он предпринимает все для того, чтобы скрыть свою некомпетентность. Это отвратительно. И чем выше менеджер по иерархической цепочке, тем он по иерархической этой пирамиде, тем он более труслив и более некомпетентен. Так, дальше. Какой подход к сериализации данных вы считаете идеальным? Да, мне кажется, это все равно. Это вопрос, который может касаться или быть важным для 0,001% программистов. Это настолько непринципиально в подавляющем большинстве систем, при современных скоростях, при современных объемах данных. И, этот вопрос настолько узкоспециальный, что не знаю. Используете ли WASM, то есть это WebAssembly, в проектах? Что думаете о его возможностях в перспективе развития? Компилируется ли его в WASM? Нет, не компилируется, но я не очень глубоко, совсем не глубоко, скажем так, посвящен в этот язык. Знаю, что он есть, но наверное, это неплохо. Наверное, это перспективно. На клиенте иметь возможность для такого низкоуровневого программирования.
Надо вникнуть. Я поизучаю этот вопрос. Как-то я его обходил стороной. Не касалось это меня. Так, тут опять про опыт. Во что вы инвестируете и как? Вы знаете, я год назад проинвестировал в 3 компании на российском рынке. Это Сбер, Яндекс и Циан. Как вы думаете, кто из них за год вырос на 2-3%, а кто вырос на 20%? При этом все, кого я спрашивал год назад, мне говорили, что мое решение проинвестировать неправильное. Вырос Циан, а Яндекс и Сбер остались на тех же позициях. Но это у меня в портфеле, который я завел. Может быть, вы мне скажете, что это не так, но мои цифры показывают именно так. Около года назад. И мне говорили, Циан это просто бумажки. Там у них ничего нет, у них там примитивный сайт, там нет никакой инфраструктуры. Сбер это банкоматы, это железо. Яндекс это машины, там что у них, оборудование и доставка, и пункты приемки. А Циан это что? Это просто веб-сайт. И тем не менее, вот такие интересные цифры. Я там 5 копеек инвестировал туда, но получил это. Во что я инвестирую? Ну, надо инвестировать везде. Это совет, который, мне кажется, универсален, и он правильный. Нет одной точки для инвестирования. Если у вас есть $1000, то проинвестируйте в 10 мест, по $100 в каждое. И биткоин себе купите, и золото купите, и в Сбер положите на депозит, и в Тинькофф положите на депозит. И купите акции SpaceX, или если они еще или уже продаются. Везде понемножку, потому что в каждой инвестиции есть риск. Вы и там, и там, и там можете проиграть. И банк может обанкротиться, и рубль может рухнуть, и доллар может рухнуть, и золото может обвалиться, и акции могут обвалиться, да что угодно. И квартиру вашу могут, и пожар может быть, не дай бог, и конфисковать ее могут по разным причинам. Все возможно. Просто раскладывайте примерно поровну во все возможные ящички, которые можете придумать. Так, дальше. Так, недавно узнал про психоаналитическую типологию характера, и оказалось, что все мои коллеги типичные шизоиды. Вопрос, всем ли стоит изучать азы психологии, и делали ли вы это? Типичные шизоиды. Я начну с конца. Я когда попал в тему психологии и стал анализировать и себя, и свою, как вы сказали, психоаналитическую типологию, то мне через буквально 5-6 сеансов с психологом стало интересно, как он это делает. Что у него за знания такие, что он способен, анализируя мои рассказы о жизни, делать выводы о том, что я, например, шизоид или истероид или параноик. И я попросил его перестать меня анализировать, а начать меня учить психологии. И так я какое-то количество уроков, и довольно много, получил в области психоанализа. Мне давали книги читать, я их читал, потом рассказывали, как разбирать эту самую типологию. Это очень интересная тема, и я ее всем рекомендую. Не столько ходить к психологу и заниматься анализом себя, сколько разобраться в том, как он это делает, как психологи вас анализируют. И вы тогда станете заниматься, точнее, вы сможете заниматься самоанализом. Вам будет понятно, что то, что вы делаете, это вполне себе объяснимые процессы. Вы не Божье творение. Вы вполне себе запрограммированная машинка, которую когда-то запрограммировали, в течение лет 20 вас тренировали и программировали, а теперь вы отрабатываете все те сценарии, которые в вас вложены. Так или иначе. И вырваться из этого шаблонного поведения очень сложно, практически невозможно. Некоторые базовые поведенческие стереотипы в вас вбиты так жестко, и в меня тоже, что их оттуда даже технически невозможно. Вас нужно, не знаю, какими-то тяжелыми наркотиками кормить, и то ни к чему это не приведет. То, чему вы обучились за первые несколько лет жизни, это вы такое и есть. Но нужно это понимать. Нужно понимать, что вы вот так устроены. У вас такая
такие реакции на действия. В этом случае вы боитесь, в этом случае вы радуетесь, в этом случае вы тревожитесь, а в этом случае вы идете и проигрываете по одному и тому же сценарию. Вы каждый раз идете и вас увольняют. Вы опять идете на работу, работаете год, вас опять увольняют. Вы опять идете и опять увольняют. В чем причина? Ну просто вы это делаете по одному и тому же сценарию, одинаково. Сможете ли вы это поменять, это вопрос другой. Скорее всего, нет. Скорее всего, вы будете повторять. Но психологи и психология может вас немного предупредить. Сделать так, чтобы вы понимали, что я сейчас буду, скорее всего, увольняться. Меня будут увольнять. Я это себе объясню, что все сволочи вокруг, что меня недооценили. Я найду массу объяснений, но в итоге я буду уволен. И вы уже будете к этому подходить не как к событию трагическому, что вот судьба вам послала опять это испытание. А вы будете понимать, что вы идете по сценарию жертвы, допустим. И вы опять ищете себе наказание, опять ищете преследователя, и вам нравится это. Вы хотите стать жертвой. Вы отработали свой год в компании, вам уже пришло время, наконец-то, на крест, наконец-то на плаху. Пришло время положить голову, и должен опуститься на нее меч. Это ваша кармическая задача, вашего воспитания. Вы такой. И трудно будет себя остановить. Это один из примеров. Почитайте игры, в которые играют люди, Эрика Берна. Там практически все наши сценарии расписаны, изложены, и можете себя там найти, и это будете вы. Вы играете в эту игру, в ту, которую вы найдете в книге, раз за разом повторяя одни и те же ошибки. Вот об этом психология, о том, чтобы вам открыть глаза и сказать, смотрите, вот так вы действуете. Это не шарлатанство психологии, это не магия, это не исцеление от всех бед. Это просто, опираясь на опыт многих поколений, изученных некими психологами, мы можем сказать, что люди в принципе действуют примерно одинаково. Мы все действуем по 10 разным сценариям, и вы в какой-то из сценариев попадаете. И да, могут люди сказать, нет, людей очень много, на Земле миллиарды человек, и каждый человек это личность, уникальность, и у каждого все по-разному. Но нет, у каждого не по-разному. Мы примерно все укладываемся в вполне себе определенные категории. Есть люди с таким поведением, есть с таким, и через десяток таких категорий у меня закончатся категории для перечислений. Все, это будет конец. Это примерно весь спектр, в который попадают наши поведенческие стереотипы. Так, дальше. Как вы оцениваете перспективы квантовых компьютеров? Реальный прорыв или все еще хайп? Нет, все еще хайп, но прорыв будет. Я это повторяю уже несколько лет. Будет прорыв, будет что-то интересное. Будем ли мы там? Вот вопрос. Будете ли вы там? Буду ли я там? Подозреваю, что нет. Так, какие планы на новогодние каникулы? Какую литературу можешь посоветовать для развития системному аналитику? Системный аналитик – это requirements. Читайте книги о requirements engineering. Это в первую очередь вылетело из головы имя автора. Посмотрите книги Microsoft Publishing Requirements Engineering. Это лучшее, что вы можете прочитать о requirements. Книги старые, им более 20 лет или около 20 лет. Ничего другого я не видел лучше. Какие планы на выходные? Собираюсь книгу писать. Я уже подготовлен и в понедельник сажусь за новую книгу. О чем она будет, что за книга, пока решить не могу. У меня еще 2 дня. Так, после принятия ваших принципов управления и мотивации и качества, мне теперь сложно дискутировать с топами, и кажется, что все компании как будто не так работают. Ну да, все компании работают иначе. Все компании работают по принципам все компании, как я вам уже рассказывал как-то, компании работают с низким КПД. То есть все в принципе работает, но КПД очень низкий. То есть энергии сжигается много, людей участвует много, но на выходе, как в этих смешных картинках, когда один стоит, копает яму, а вокруг него
10 человек, и все это менеджеры разного уровня. HR, какие-то линейные менеджеры, какие-то топ-менеджеры. Все вокруг него, и все ему помогают. Но яму копает только один человек. Это называется КПД. То есть зарплату мы заплатим 10, а проработает один. Это сложно поменять. Потому что все эти 10 будут хотеть, чтобы ничего не изменилось. Трудно. А один человек не воин в этом случае. Он там может поднять голос и сказать, да, было бы здорово, если бы каждому дали по лопате, и все бы стали копать. Или, чтобы мне дали зарплату в 10 раз больше, а они пускай стоят рядом и смотрят, с зарплатой в 10 раз меньше. Но понимаете сами, да, что никто на это не пойдет. То есть все построено по принципам эксплуатации. Более сильные особи эксплуатируют более слабых, как в животном мире. Менеджеры, те топы, с которыми вы разговариваете, это более сильные животные, более жизнеспособные. И они хотят эксплуатировать более слабых животных. Это логично. Странно было бы, если лев бы согласился бы с судьбой косули и стал бы с ней делить трапезу и сказал бы, ну да, не буду я ее убивать, я буду... Ну, так не будет. Есть более сильные, есть более слабые. И даже внутри одной стаи тоже, сами понимаете. Есть вожак стаи, он не хочет ни работать, ни добывать еду, ничем не заниматься. Он вожак, он хочет только бить более слабых, насиловать их и получать от них максимальные выгоды. То же самое делают топ-менеджеры. Как это можно изменить? Нужна только какой-то радикальный слом в обществе или в корпорации, чтобы выгнать вот этих вот всех кровопийц и этих дармоедов, да, и мироедов. Ну, как это сделать, пока сложно сказать. Так, тут опять карьерный вопрос, мы его уже обсуждали. Так. Какая стратегия развития у опытного разработчика в эпоху, когда AI-модели для вайп-кодинга становятся все сильнее каждый день? Да, обсуждали мы это 100 раз. Продолжайте быть опытным разработчиком. AI-модель — это ваш помощник, но никогда она не заменит человека. Она всегда будет рядом с человеком. Она будет вашим инструментом. Вопрос только, кому она будет служить. Кому она будет инструментом? Тому человеку, который умеет ей пользоваться, или тому, кто продолжает отрицать важность и необходимость AI при программировании? Если вы сейчас программируете и не используете AI, то дорога вам на пенсию. А я таких людей знаю много. Подходишь, спрашиваешь, ты когда программируешь, ты там чем пользуешься? ChatGPT или Клодом или курсором? Он говорит, да нет, я это все, мы пишем руками. Это все, это конец. Это люди, которые по дороге на пенсию. Вы должны использовать, обязательно уметь использовать AI. А это не так просто. Это не то, что вы завтра сядете и такие, ну ладно, хорошо, я согласен, будем использовать AI. Вы же не научитесь, вы не умеете, вы не знаете, как формулировать туда запросы, вы не знаете, как интегрировать его код с вашим, вы не знаете, как его заставить работать на вас качественно. Это тоже навык. Так, тут спрашивают, Zerocracy — это часть вашей борьбы против системы капитализма? Стоит ли его поддерживать только потому, что это хоть какая-то попытка? Да, это именно и есть наша борьба против капитализма, конечно. Так что поддерживайте, обязательно. Так, идем дальше по вопросам. Это мы сейчас ответили на вопросы, которые были заданы до начала трансляции, вы понимаете? А прошло уже 45 минут. Дальше спрашивают про DeGit. DeGit больше не развивается. Интересно узнать подробнее, почему. DeGit — это такой проект, который был предложен 5 или 6 лет назад. Он есть у меня в GitHub аккаунте для создания распределенного GitHub. То есть каждый ставит у себя на компьютер, на лаптоп копию GitHub, ну, в нашем исполнении, и все копии, установленные на разные лаптопы, соединяются между собой, образуя такой, аналог блокчейна, но только по другим технологиям, не как блокчейн. Но
аналог, такая peer-to-peer система. И дальше снаружи к системе подключаются пользователи, не зная, на каком из лаптопов лежит их исходный код, с каким из лаптопов они сейчас общаются, просто контактируя с системой, которая гарантирует децентрализацию хранилища. При этом нет единого Microsoft, в руках у которого находится наш весь исходный код. Здорово бы было, здорово. Но не пошли мы с этим, потому что, во-первых, технические проблемы, показалось нам, появились такие, которые решить как будто бы невозможно. Но даже не техническая, а логическая проблема. Мы точно не можем объяснить, как заниматься цензурой на платформе. В системах типа блокчейн или биткоин там с этим проще, потому что там транзакции и платежные транзакции. Там как бы цензурировать нечего. Человек перевел деньги один другому, и то там есть какие-то механизмы сейчас для того, чтобы блокировать какие-то подозрительные транзакции или явно мошеннические, или явно связанные с криминалом. Вводятся инструменты для блокировки или временного фриза тех или иных переводов. А в нашем случае представьте себе систему, где все распределенно, и потом один из участников в своем репозитории выкладывает информацию, какую-то, которую по законам всех стран или по общепринятой морали мы бы не хотели там иметь. Как мы ее удалим, если система распределенная, и она гарантирует стабильность данных вне зависимости от воли одного из участников? То есть должна быть какой-то совет, что ли, этих площадок. Они должны как-то вместе голосовать за удаление данных. В общем, мы не разобрались, как это делать, чисто на уровне логики. И вот она осталась, платформа в таком виде. Если вам интересно, вы можете подключиться. Репозиторий открытый. Мы даже писали white paper по нему. Но дальше не пошли. И более того, не только мы не пошли. У нас была масса прототипов. До нас было предложено, сделано, и они тоже ушли с рынка. И они у нас в репозитории указаны. Можете посмотреть на них, если они еще живы. Что можете сказать о стандартах SBOM? Приходилось ли использовать? Что думаете об аттестации сборок, которые представляет GitHub, используя решение от Sigstore? Про Sigstore я не слышал, посмотрю. Про SBOM, наверное, это полезная штука. Я просто, вы знаете, слыша про всевозможные стандарты, касающиеся софта, которые что-то требуют, я всегда скептически отношусь к этому. Я просто понимаю, что реальным кодерам, а это в основном open source разработки, на эти все стандарты наплевать. Выживают те стандарты и выживают те принципы, которые поддерживает комьюнити девелоперов. И которые нравятся комьюнити. Я пока никакие SBOM и бомы не использую. Хотя я понимаю, да, что было бы здорово при публикации релиза как-то его чем-то сопровождать, запаковывать. Не знаю, сотни репозиториев меня окружают, и как-то нам наплевать на всякие бомы, сбомы. Я понимаю, что это нужно на корпоративном уровне, когда к вам приходят начальство и говорит, что... это как кнопка Accept All Cookies. Они просто замусорили интернет этой кнопкой. На каждом сайте эта дурацкая кнопка. Я нажимаю этот Accept. Совершенно бессмысленное нажатие. Но вот эти вот законы, которые верховенство которых как будто бы в демократических странах имеет место, приводит к такому бестолковым лишним процедурам, которые людям не нужны. Никто эту кнопку всерьез не воспринимает. Все понимают, что если... можно даже не обсуждать. Понятно, бессмысленность этой операции. Нажатие кнопки Accept All Cookies или не Accept. То же самое с этим бомом. Вам сверху будут навязывать. Корпорация будет говорить, контролируйте что-то, вписывайте, пишите какие-то огромные XML-файлы. Должно это между собой стыковаться, проверяться. Это только затрудняет разработку. Есть более мягкие, как я это понимаю, более удобные механизмы для контроля качества и для предотвращения попадания дефективных компонентов внутрь корпоративного софта. Что посоветуете 40-летнему джуниору?
Слушайте, я тоже начинал изучать язык Rust, когда мне было там 40 с лишним. Но я был джуниор, и чего? Ничего не посоветую. Так же точно изучайте, как и если бы вам 20 лет было. Что прям нужно что-то советовать. Смотрите ли вы аниме? Если нет, то почему? Если да, то какое любимое? Аниме это 18 плюс или это просто эти комиксы для взрослых? Давайте уточним. Потому что я ни комиксы, ни 18 плюс аниме не смотрю. Что, о чем конкретно вы спрашиваете? Если да, то какое любимое? Я даже не очень знаю, что это аниме. Ни в той категории из этих двух мною предложенных. Уточните. Так, как вы оцениваете A2A X402 Extension? Попытка оживить HTTP 402 с криптоплатежами. Реальный стандарт для агентных систем или очередной протокольный эксперимент? Я даже не слышал про X402. Я знаю, что такое A2A. Это гугловский стандарт для агентов. Мы даже с его использованием написали продукт недавно. Но про HTTP 402 я даже не слышал. Изучу. Нужны ли будут в будущем редакторы? Вымрут ли технические писатели? Ну, думаю, что будет то же самое, что когда-то случилось с едой, а потом с одеждой. Когда-то еду готовили руками, и каждое кафе или каждый ресторан это был повар, и повар был известен, и к нему приходили, потому что он повар, и его знали. Потом появились рестораны быстрого питания, Макдональдс и все остальные, в которых еда готовится на огромных фабриках, огромными порциями, потом развозится по ресторанам, и люди стали эту жвачку есть. И как будто бы даже привыкли к этому. Я как-то рассказывал, мне кажется, вам, еще раз повторюсь, я в Америке попал в обсуждение вкусов гастрономических. Там сидело 4 американца за столом и я. И вот один другому рассказывал, американец американцу, и говорил, что ты знаешь, что в Европе в ресторанах кетчуп за деньги продают. А тот ему говорит, да не может быть. Тот, да, говорит, я был в Европе, и там кетчуп за деньги. Вот эти вот, кетчуп, в общем, такое слово использовалось. И я сидел это все слушал внимательно и думал, где же это в Европе кетчуп за деньги, где он такое нашел. И потом через пару минут разговора я понял, что рестораном он называл Макдональдс. Он имел в виду, в Европе Макдональдс продает кетчуп. Но он говорил restaurant на Макдональдс. Понимаете, как американцы понимают ресторан слово. Вот это для него ресторан. Это случилось с едой. То же самое случилось с одеждой. Когда-то одежду шили для вас. Одежду нужно было выбирать, шить, и каждый раз это был какой-то индивидуальный заказ. Потом появились компании, и современные компании шьют просто тоннами одно и то же, и все носят, и всем хорошо. Причем шьют на машинах, станками, это роботы им шьют. То же самое случится с текстами. Тексты будут писаться массово, большими объемами, но при этом всем останутся и рестораны, останутся и качественная одежда останется и качественный контент. Просто люди разделятся на две категории, разделятся. Как они разделились с ресторанами. Кто-то продолжает ходить и питаться вкусно и качественно, а кто-то ходит в Макдональдс. Кто-то будет ходить читать условный, например, я не знаю, хабр, заполненный тоннами яичного контента, а кто-то будет ходить на платные блоги. Может быть, даже блоги станут платные, как Substack, например, сейчас, где нужно будет платить за каждую статью, которую вы читаете. И это будут писать люди, и их будет мало, их будет меньше. Мне рассказывал один маркетолог недавно такую историю. Он говорил, мы нанимали человека, который нам писал о нашей компании на LinkedIn статьи. И там рассказывал о том, какие мы замечательные. Какой-то контент такой создавал, трэш-контент. Писал. И были какие-то результаты. Потом они этого человека убрали и посадили туда LLM-ку,
которая писала то же самое, только сразу с SEO-оптимизацией, сразу с качественными, правильными словами в нужных местах. И все пошло. И трафик пошел, и лайки побежали, и вот он был доволен, рассказывая мне о таком замечательном успехе. То есть копирайтер не нужен, как человек. Ему нужна машинка. Но это пока. Пока мы думаем, что то, чем нас кормят, это рестораны. Пока мы думаем, что контент, написанный роботом, это то же самое, что контент, написанный человеком. Но скоро мы начнем понимать. Придет понимание, что нас кормят чем-то не тем. И может быть даже мы не будем видеть, что нас кормят не тем. Мы, может быть, не будем понимать по тексту. Потому что LLM-ки научатся делать это очень качественно. Но мы будем понимать, что туда не ходи. Не ходи на LinkedIn и не читай там новости, потому что это все нагенерировала машина. Не ходи на новостные сайты, не ходи на Facebook, а ходи на платные источники информации, где точно пишут люди, и вот фотография человека справа, и вот слева от него контент. Например, ходите на мой блог. Я на своем блоге не пишу с помощью LLM. Хотя я использую LLM для полировки текста. Я сначала пишу все руками, потом даю Claude-коду, и он мне кое-где опечатки исправляет. Это я делаю. Но контент я пишу изначально сам, самостоятельно. И вы будете доверять кому-то, где контент хороший, а кому-то не будете, где будете видеть, что там. Так что редакторы останутся. Не волнуйтесь, Артем. Так, дальше. Так, вы в прошлом каком-то там стриме говорите, это вопрос так звучит, говорите о раскулачивании и даже расстреле владельцев недвижимости. А через 2 стрима говорите, что уедете из страны без VPN. Вы сами готовы участвовать в том, к чему призываете? Или это борьба на расстоянии? Это борьба на расстоянии. Я такой же трус, как и вы. Я не знаю лично вас, но я думаю, что если вы сидите в интернете, как и я, и слушаете онлайн-контент, то вы, наверное, не из боевых бригад, которые готовы на улице с оружием в руках менять существующий строй. Нет. На расстоянии, да, конечно. Я даже не представляю. Вы понимаете, что любая революция, она же делается, как сказать, в ней участие принимает просто человеческий материал. Это биомасса, которую направляют с целью сменить режим, сменить строй государственный и поменять одного правителя на другого. Хорошо, если тот, на кого меняют, окажется с интересами в голове, которые ближе к интересам народа. Но само движение, сама смена власти делается пушечным мясом. И оказаться таким пушечным мясом, совершенно незавидная роль. Назовем это трусостью. Да? Можно было бы рваться на баррикады и говорить, что да, я готов жизнь отдать, но жизнь-то, может быть, и готов отдать, но если бы это имело смысл, если бы было понятно, что одна моя жизнь перевернет что-то, и она приведет к чему-то. Это жертва. Но в основном эти жертвы ни к чему не приводят. В лучшем случае памятник поставят где-то там на углу и скажут, здесь, вот как у нас на Арбате стоит памятник. Здесь в 91 году погибли 3 защитников демократии в России. Замечательно. Это просто их там как-то они под танки попали. Они защитники демократии. Не хочется стать защитником демократии или наоборот борцом с демократией, который оказался под танком. Так что поэтому пишем, говорим, обсуждаем, пытаемся сделать революцию в головах у людей. Когда я говорю вам, что нужно раскулачивать владельцев недвижимости, это же посыл не к прямому даже действию, а к смене вашего сознания, к сдвигу в сознании. Потому что я вам говорил, капитализм внутри нас. Мы с вами думаем, что это логично и правильно, не работая, получать деньги. Но мы так не думали раньше. Когда я был ребенком, школьником, у меня не было такого в голове. Наоборот, я знал, что это плохо, это аморально. Аморально сдавать квартиру за деньги. Людей, которые так делали, презирали в обществе. Нехорошо к ним относились. Если это какой-то пенсионер, больной человек, то окей. Но люди, которые зарабатывали на том, что сдавали квартиры, никакого не вызывали уважения у общества.
А сейчас наоборот. То есть нам в голову вполне себе успешно внедрили концепцию пассивного дохода. И я пытаюсь в вас, из вашей головы ее убрать. Я не призываю вас к тому, чтобы не сдавать квартиры. Сдавайте. Но я бы тоже с удовольствием это делал, и буду делать, безусловно. Но мы должны понимать, что происходит. Мы должны понимать, элементом какой игры мы являемся. В какой конструкции мы встроены. В какую конструкцию. Конструкцию, которая называется капитализм. И он на нас опирается. На нас это все стоит. На нашем желании, способностях эксплуатировать соседа рядом с тобой стоящего. Вот у него нет квартиры, а у тебя есть. И ты ему за деньги сдаешь. И при этом совершенно не чувствуешь никаких угрызений совести. Более того, ты совершенно в своем праве, и ты хозяин квартиры, ты еще приходишь и там что-то требуешь, и где моя квартплата, и ты попробуй ему сказать, что ты сволочь такая, за квартплатой пришел, иди на завод работай, там твоя квартплата. Он даже не поймет, что ты на него милицию вызовет. Ты его не устыдишь, ему не будет стыдно, он не поймет, почему ему должно быть стыдно. Это его квартира, это его квартплата, плати давай. Но так было не всегда, еще раз говорю вам. Такой формат отношений не всегда был в обществе. Было по-другому. И хотелось бы, чтобы снова было по-другому. Так, спрашивают, не было ли идеи сделать зерокраси на блокчейне? Программисты-майнеры получают часть эмиссии, если их pull-реквесты принимают. Валидаторы получают эмиссию за код-ревью. Чем популярнее open source, тем больше эмиссия. Да, мы думали об этом, но нужны же деньги все равно. Никто же не будет делать за просто так pull-реквесты, за какие-то токены, которые хочется же людям все равно это сконвертировать в деньги как-то. И можно сделать из этого пирамиду, да, некий такой хайп туда добавить, и люди будут продавать токены, и токены будут как-то дорожать почему-то. Но вопрос, кому они будут продавать и почему возникнет желание у других людей покупать. Только потому что устроим пирамиду, pump and dump сделаем. В общем, не пошли мы в эту такую грязную схему или такую серую схему, которая нам показалась неблагородной, в общем, никак. Дальше. Раскройте про Ленина. Какие вопросы у вас к нему были бы? Давайте подумаю. Что бы я спросил, да, Владимира Ильича? Я бы спросил, как в текущей ситуации можно сделать то, что они сделали 100 лет назад. Как ему кажется, можно было бы. Тогда понятно, на что они опирались. У них была война, Первая мировая, у них была поддержка немцев, которые их направили на свержение власти. Что сейчас может быть? Как сейчас можно действовать? В какой стране? Может быть, не в России. Может быть, сейчас к революции больше располагает, может быть, американское общество, может быть, европейское. Интересен взгляд тех революционеров тех лет на современный мир. Он другой совсем. Про это бы говорил. Так, тут меня продолжают спрашивать про когнитивный диссонанс, что в одном месте я сторонник социал-дарвинизма и инвестором, а в другом месте я коммунист, и это все противоречит друг другу. Еще раз говорю, я готов да, действительно это так. Действительно купил я акции Яндекса, я при этом действую как совершенно конкретный капиталист. Я купил их за 100 тысяч рублей, а сейчас они стоят 120 тысяч рублей. Класс. Я ничего не сделал, ни пальцем не шевельнул. Откуда-то 20 тысяч ко мне сверху упали. Я могу себе купить мороженое, могу пельмени купить, могу себе футболку новую купить. Супер. Откуда эти 20 тысяч пришли? Из ниоткуда, из воздуха. Значит, где-то их стало меньше. Значит, кто-то не купит себе пельмени, футболку и мороженое, а я куплю. У кого-то я заберу эти деньги. Эти даже не деньги, а товары. Кто-то же мне их отдаст, а я ему что за это? А я ему ничего. Вот ничего и все. Вот такой вот супер, да?
Ну, мне это не сказать. Я понимаю, что происходит, но продолжаю пользоваться этим. Да, ну так мы в капиталистическом обществе. Или мне нужно надеть красный этот кумач и красную фуражку и выйти на проспект и сесть там с голодовку там устроить. Или с пикетом выйти к Белому дому. Что мне нужно, даже если я понимаю, я же сделать-то ничего не могу. В душе я вас к тому же призываю. Не нужно, не знаю, вооруженное восстание поднимать против капитализма. Вы ничего этим не добьетесь. Ноль. У вас ничего не получится. Ну, в сумасшедший дом можете заехать. Просто понимайте, что происходит. Наблюдайте и отдавайте себе отчет. Не нужно пока больше ничего. Да и, может быть, и никогда не нужно будет. Просто отдавайте себе отчет, что мы живем в обществе, в котором вот такие законы. По таким законам мы живем. Я дал 100 тысяч, вернул 120, кто-то не доел, а я наелся. Супер. Так, какая сфера в IT, по вашему мнению, самая стабильная? Какая сфера в IT? Ну, наверное, какой-то бухгалтерский учет, может быть, финансы, наверное, какой-нибудь складской учет. Ну, автоматизация промышленных процессов. Это вечная тема, она всегда нужна, это никакой не хайп, это то, что нужно реальному бизнесу. Людям нужна еда, людям нужна транспорт, людям нужна логистика. И кодеры должны им помогать. Вот в этом направлении мы будем всегда востребованы. А всевозможные там искусственный интеллект даже, и какие-то там веб-системы, какие-то мобильные приложения, это все вторично. Первично то, что на земле, первично то, что опирается на базовые человеческие потребности. Автоматизация клиник медицинских, поликлиник, больниц, автоматизация продуктовых каких-то там предприятий, которые молоко делают и сметану. Вот для них пишите софт, и вы будете всегда иметь работу. Так, про open source спрашивают. Я понимаю ценность open source, пишет Алекс, но если продукт изначально задуман как коммерческий, как в такой модели автору не подарить рынку свою идею и годы работы? Где здесь практический баланс? Вы исходите из того, что прям сразу вашу идею кто-то захочет украсть. Вот мы стоим и ждем, мы все спим и видим, как бы вы наконец нам свою идею подарили, чтобы ее у вас украсть. Но это не так. Нам ваша идея не очень-то и нужна. Если она супер популярная, если она имеет супер коммерческий успех, если она всем нужна, то да, мы захотим сделать такую же. Мы захотим украсть, сделать копию и заработать так же, как и вы. Но когда у вас уже будет коммерческий успех, то вы будете уже на голову впереди нас. У вас уже будут клиенты, у вас уже будут контрибьюторы, вы будете уже что-то иметь. Ну, возьмите известные большие open source продукты. Postgres, Docker, MySQL, там, какой-нибудь Apache Kafka. Это все продукты, которые люди делают, и вы легко можете сделать копию. Ну, сделайте копию, возьмите Docker, сделайте клон из него, переименуйте и продавайте, и станьте миллионером. Но вы же не можете этого сделать. Почему? Потому что они далеко впереди, у них уже клиенты, поддержка, их уже любят, их знают, у них сотни конференций, на которых они выступили уже, а у вас этого всего нет, поэтому вы не сможете догнать. А если вы сможете догнать, то значит это и хорошо. Значит так тому и быть. Когда-то был у нас Hadoop популярным, потом появилась, чем там его заменили? Не Kafka, а не помню, по-моему тоже, да? В общем, был Hadoop, потом после него, сейчас боюсь перепутать, по-моему, Kafka. Появился другой продукт. Hadoop как будто бы ушел с рынка, немножко притормозил. Альтернатива стала быстрее. Ну и замечательно. Но, скорее всего, с вашим продуктом будет все, как происходит с другими популярными продуктами. Вас конкуренты просто не догонят, если вы пойдете вперед. А если вы вперед не пойдете, то никому вы и не нужны. Никто у вас ничего воровать не будет. Вот такая логика очень простая. Это чисто у вас в голове. Вы просто думаете, что ваша идея очень ценна. Мы все так думаем. Мы все убеждены в высокой ценности себя и своих идей. Но в реальности мы мало кому нужны и мало чего стоим. Каждый из нас. И я в том числе. То есть пониже снижайте свой эгоцентризм. И свою самооценку держите под контролем.
Так, дальше. Я по образованию математик, не хотят брать на медла по Python. Так, это мы уже все слышали. Что думаете про фреймворки Vertex и Helidon? Есть ли у них будущее при наличии Spring и Quarkus в контексте Java? Ну, Vertex это же реактивный фреймворк, это же другое, это не Spring. Я не знаю, про Quarkus я не слышал, но Vertex мы использовали у нас в продуктах, и вроде бы даже неплохо. Это просто разные. Ну, и это все, что я могу ответить. Я ни на одном из перечисленных фреймворков я не программирую. Кроме Vertex, на котором имел опыт года 4 назад. Так, вот интересный вопрос. Я айтишный менеджер, пишет нам Виталий. У меня несколько девелоп-команд. Кодеров команд, видимо. Иногда с добавлением новой команды появляется сильный, но токсичный, неформальный лидер, который саботирует процессы. Как работать с такими программистами? Это задача со звездочкой. Ну, думаю, что нужно посмотреть на тот объем власти, который вам реально дан сверху. Обычно неформальные лидеры вырастают там, как грибы, где имеется некий вакуум или некие пробелы в центральной власти. То есть сверху на вас не спускается полная власть. И снизу люди видят это. Люди понимают, что вы тут не совсем-то и командир, что вас-то слушать можно и не слушать. И начинают провоцировать, начинают пробовать, пробивать вас на понт брать. Пытаются почувствовать, где вы не справитесь. И вы в какой-то момент не справитесь. Что такое токсичный? Почему он токсичный? Потому что он вас не слушает, потому что он ведет себя, нарушает иерархию управленческую. То есть позволяет себе больше, чем может себе позволить подчиненный. Ну, допустим, вы на митинге говорите: ребята, мы на следующей неделе должны обязательно выкатить этот релиз. Сосредоточьтесь на этой задаче. И один из них прямо из зала, там, из переговорной комнаты говорит: да можно и не на следующий, можно и через неделю. Ничего не будет. Так что на выходных отдыхаем, как обычно. Вы стоите и оплеванный, да, как менеджер. Вот вам прям в лицо сказали, что ваша команда исполнению не подлежит. Ее можно не исполнять. И тут вопрос, на чью сторону станет коллектив? Коллектив может сказать этому, который выскочки, может сказать: слушай, помолчи, начальник сказал, значит делаем. Это первый вариант. А второй вариант, коллектив начнет смеяться, улыбаться, то есть занимать сторону этого вашего неформального лидера. И дальше. Вот от того, что вы сделаете дальше, зависит судьба вас и коллектива, и этого неформала. Если у вас есть власть сделать что-то дальше, с ним, с командой, то он второй раз так действовать не будет. Но у вас, скорее всего, в большинстве случаев такой власти нет. Вы, например, не можете сказать: спасибо, очень интересное время, очень интересное мнение. Алексей, который поднял руку, завтра на работу может не выходить, он уволен. У вас такой власти нет. Вы так сделать не можете. А когда у вас такая власть есть, то таких выскочек не будет. Нельзя представить себе токсичного сотрудника в компании, где руководитель является владельцем денег. Ну как? Ну выскочи ты. Ну ты завтра работать не будешь. Все сидят и помалкивают. Все знают точно, откуда идут ресурсы. Все понимают, где власть сконцентрирована в полном объеме. В чьих руках. А у вас этой власти нет. Поэтому терпите токсичное поведение. Вопрос теперь, что с этим делать? Раз у вас власти мало, и вы имеете токсиков, которые, понимая отсутствие в ваших руках власти, пользуются этим. Что вы можете сделать? Я вам предлагаю просто посмотреть объективно на то, кем вы являетесь, и перестать называть себя IT-менеджером. Вы не IT-менеджер. Вы просто временно поставлены на эту должность надзиратель или такой смотрящий за коллективом. Не вы это придумали, не ваша эта команда, не ваши эти правила, не вы там главный, и власть там не ваша. Поэтому снизьте степень важности своей. Не говорите людям: я ваш менеджер. А просто говорите, что я такой же, как и вы. Сижу тут, смотрю, ну давайте покодим. Ну не кодите, ну давайте что-нибудь другое займемся.
И все, тогда они перестанут вас пробивать на слабо, они перестанут вас провоцировать. Они будут понимать, что вы с Олимпа спустились, что вы на себя власть лишнюю, которая вам не дана сверху, не натягиваете. Не пытаетесь сделать вид, что вы тут главный. И они угомонятся. То есть сейчас они действуют правильно, они вас пытаются поставить на свое место. Эти токсичные вот эти товарищи, которые неформальные лидеры, они вам указывают ваше место, которое вы должны занимать. А вы сейчас занимаете не свое место, вы думаете, что вы IT-менеджер. Менеджер – это тот, кто может уволить человека в один день. Вот это менеджер. Если у вас такой нет способности, вы не менеджер. Вы в лучшем случае смотрящий. Ходит, смотрит, докладывает начальству. Я увидел, что кто-то перестал копать. Разрешите доложить. Пиши докладную записку. Написал. Вася вчера не копал. Все. Что с Васей будет? Да ничего не будет. Мы решим, что будет с Васей. Ты пошел, посмотрел, доложил. Все. Вот вся твоя роль. Иди спать. Вот это вы, IT-менеджер. Понимаете? И так в подавляющем большинстве компаний. Потому что верхнее руководство не хочет отдавать вам власть. Не собирается этого делать. Разберитесь, что происходит. Так, дальше идем. Мы сегодня можем чуть подольше. Попытаемся на все вопросы. Да, тут меня корректируют, что SpaceX пока не продается. Ну, она будет продаваться. Они же на IPO сейчас выходят. Так, вот вопрос Алексей задает. Я директор и владелец. То есть это человек как раз с деньгами. Сфера телеком. Технари мне врут, манипулируют, доступ к железу саботируют. Как лучше управлять? Вопросительный знак. KPI или инженерный рост? Ну, тут у вас ситуация пожестче, потому что, я так понимаю, технари – это в вашем случае прям технари, которые настраивают железо, которые именно с железом работают. Это не кодеры, не программеры, которые, которых чуть полегче заменить все-таки, чем железячников. Вот, ну, я бы управлял, если они врут, манипулируют и саботируют. Во-первых, нужно понимать, что это нормальное поведение любого наемного сотрудника. Любой наемный сотрудник будет врать, манипулировать. Просто вы это воспринимаете как врет и манипулирует. А если вы пойдете поговорите с их женами, то они вам расскажут, что мой муж, она вам скажет, классный парень, он так правильно работает, он умеет за себя постоять, он умеет сделать так, чтобы начальство его не обижало и так далее. Там будет совершенно другая история. Это я к тому, что не нужно их не нужно мораль сюда приклеивать. Не считайте их злодеями. Они просто на своем месте действуют в свою пользу. И так бы делали вы, если вас сделать подчиненным человеком. Просто вы находитесь наверху, и вам они там неприятно их поведение. Теперь что делать? Как с этим справиться? Лучше всего это, поскольку вы имеете дело, скорее всего, с квалифицированными людьми. Это не джуниор-программеры, которых можно увольнять, заменять и так далее. Это люди, которые разбираются в железе. Лучше попытаться им отдать больше ответственности на них. То есть сделать так, чтобы они работали у вас как в артели, на выработке. Чтобы они не на зарплате сидели, где нужно манипулировать, врать и блокировать доступ к оборудованию, чтобы вы не могли их проверить. А отдайте им целиком в управление целые порции бизнеса. Допустим, есть у вас люди, которые, наладчики, да, они внедряют оборудование. Поехал, установил там какие-то модемы, вернулся. Вот пускай он занимается и закупками модемов, или знает, как они закупаются. Пускай он знает и расчеты, как ведутся с клиентами. Пускай он видит целую порцию бизнеса и будет в ней чуть ли не совладелец, но во многом зависит его оклад должен от прибыли, от дохода, от прибыли или от дохода. Чтобы он стал с вами заодно, чтобы он с вами стал чуть ли не партнером. Тогда у вас есть шанс его не потерять, во-первых, и во-вторых, и снизить количество этой борьбы против вас. Сейчас ему нужно бороться с вами. Пускай он борется лучше с внешним кругом, с клиентами. Покажите ему, что приносит ваш бизнес, сколько каждый клиент прибыли приносит. Отдайте ему процент от этой прибыли. То есть артель устройте.
Потому что вы имеете дело с профи, людьми, которые лучше вас разбираются в бизнесе. И пытаться из них выжать через KPI там, или через какие-то такие меры насильственные будет тяжеловато. Это как, вы имеете дело с отрядом спецназа, который на войне уже 20 лет. И вот с вами воюют ребята, которые прошли там 5 войн до этого. И вы их командир. И вы начинаете ими командовать и говорить: так, делай это. Тяжело будет, понимаете. Они очень быстро сообразят, что надо вас, в общем, саботировать нужно ваши команды. Вы должны стать с ними заодно. Вы должны им говорить: ребята, задача вот такая. Нам нужно в конце месяца, чтобы получилось вот это. Как вы думаете это сделать? Вы решите. Сами решите, как мы это сделаем. Вот ты занимаешься модемами, ты занимаешься там базовыми станциями, ты занимаешься прокладкой кабелей. Вот на выходе у нас должно в месяц получиться такой-то доход. Как вы предлагаете это сделать? Я хочу, чтобы ты принес такой доход, ты такой, а ты такой. И каждый из него получит свою долю. И они вам сами скажут, как будет вестись бизнес. Мы будем делать так, так и так. Так же, как в спецназе. Не нужно им команды давать. Спросите у них. Вы им скажите: нам нужно захватить вот эту высоту. Как вы думаете это сделать? Они вам расскажут, как. А вы только в конце скажете: согласен. Или там подкорректируете их действия. Но ни в коем случае не давить, не посылать их в бой. Потому что они сами знают, кого куда посылать. Так, дальше вопрос. Так, тут меня спрашивает Михаил про то, саботирую ли я работу внутри своей компании. Вопрос звучит так. Вы доносили мысль, что работу можно саботировать, если руководитель не контролирует сотрудников или просто неграмотный. Расскажите про свой опыт саботирования. Саботируете ли вы работу в Huawei? В той или иной степени приходится это делать. Конечно, это не выглядит как полный саботаж, что я просто сижу, книжки читаю на работе. Нет, это не в таком варианте. Допустим, примеры из реальной жизни. Приходит ко мне внутри компании, где я работаю, в Huawei, приходит ко мне какой-нибудь не прямой прям начальник, какой-то человек, который так или иначе может влиять на меня, и он выше меня по иерархии. И рассказывает о том, что нужно вот таким вот проектом заниматься. Вот он приносит какой-то проект, да, у него там в голове созрело, он говорит: давайте займемся, я знаю, что у тебя есть компетенции, и меня пытается привлечь. Я понимаю, что проект неинтересный ни мне, ни компании, не имеет будущего никакого. У меня есть два пути. Первый путь — сказать ему это в лицо. Сказать: слушай, это ерунда какая-то, ты себе выдумал, иди, отдохни, это так не будет работать. В общем, этим заниматься не хочу, у меня есть свои дела, я занимаюсь чем-то более интересным. Прямой ответ. Да, это не саботаж, это прямой ответ, он должен с ним разобраться. Он послушает меня и скажет: наверное, ты прав. Или пойдет с другими общаться и кого-то найдет. Либо можно саботировать, можно сказать: да, супер, классный проект, вообще бомба, беремся. Беремся, но не делать ничего. Понимая, что этот проект, не приведет он ни к чему. И за ним никто не придет. Никто не будет проверять его результаты через 3 месяца. Через месяц проверят, да, можно что-то показать, какую-то там деятельность, имитацию. Но через 3 месяца я уже понимаю на опыте своем, что через 3 месяца за ним никто не придет. Нет там интереса реального. Компания потеряет интерес к нему. Что я делаю? Я саботирую. Я делаю вид, что за проект я взялся. Но сам продолжаю заниматься тем, что я считаю нужным для компании. Я считаю, что правильно заниматься другим проектом. А этого товарища вот такая форма саботажа. Вполне себе, мне кажется, она, с моральной точки зрения, я считаю, что поступаю правильно. Я, во-первых, не обижаю человека, а во-вторых, делаю то, что нужно тем людям, кто платит мне деньги. А мне платит не он. Деньги-то платит мне не этот, который приходил. Мне платит корпорация, мне платит компания. Деньги целого народа, можно сказать. Это большая очень корпорация, поэтому это не какой-то один капиталист платит, а корпорации владеют сотни или тысячи людей. И вот они все вместе дают мне деньги, и я на эти деньги что-то должен делать, полезное. И я решил, что полезно вот это. А то, что он предлагал, не полезно. Поэтому его можно немножко просаботировать. И вас призываю к тому же. Не нужно делать ерунду, не нужно тратить свое время на любой чих начальника. Не нужно слушать начальника один к одному. Не нужно воспринимать его команды и приказы вот один к одному.
Пропускайте многое мимо ушей. На многое просто соглашайтесь, но не делайте. Выбирайте из потока команд или из потока информации, которые к вам приходят, то зерно, которое вам нужно, которое не только вам нужно, а которое вы считаете разумным в соответствии со своим опытом, своей экспертизой, своим навыком. И на это направляйте всю энергию. Так, еще одна ситуация. Что делать в ситуации, когда вы оказались компетентнее по коду и архитектуре старшего разработчика, однако хвалят его за быстроту, а вам претензия за скорость? Оценки кода нет. Хвалят его за быстроту, а вы делаете медленно, да? Ну, тут сложно, вы оказались компетентнее, хвалят его, тут слишком много вводных, и я не уверен, что на самом деле произошло то, что вы описываете. Нужно смотреть на... Ну, вы когда стартовали, вы же знали, что будет, вы же предполагали, что он там быстрее работает, вы медленнее. Сверяйте часы перед стартом, чтобы потом не было разочарования. Посмотрите на то, как оценивается работа в том месте, где вы находитесь. И под эти критерии подстраивайтесь. То есть не считайте, что ваше внутреннее ощущение своей правильности и своей качественности, этого ощущения должно быть достаточно, чтобы получить хорошую оценку начальства. Вообще не так. То, что вы сами себе нравитесь, это, в глазах начальства это даже может быть иногда и негативный сигнал. Смотрите, кто им нравится, за что они любят, кого они любят. Иногда нужно просто красивый отчет нарисовать в конце месяца или в конце года. И все, это все, что начальству нужно. Они не смотрят ваш код, им не принципиально, чем вы там занимались целый год. Главное, чтобы в конце года был красивый, правильный, красиво оформленный отчет. Но научитесь делать эти отчеты, и вы будете в шоколаде, у вас будет все хорошо. А нет, а вы будете кодить весь год, и потом приходите, отчета нет. Ну, потому что я не успел. Я целый день кодил. Нет у меня времени на ваши дурацкие отчеты. Ему ставят плохую оценку в конце года. Он злится, сволочи начальники. Я же кодил весь год. А какой-то вот сосед, который мало кодил, получил высшую оценку. Почему? Ну, потому что он лучше оценил обстановку. Мне кажется, это очевидные вещи. Так. Тут меня спрашивают, аниме Берсерк. Первый раз слышу. Так, вопрос. Куда посоветуете идти математику с работами по волновым уравнениям и любовью к квантовым вычислениям? Ну, идти в ту группу, которая занимается квантовыми вычислениями. У вас, если есть любовь к математике или любовь к квантовым вычислениям, этого мало. Если у вас есть действительно любовь, то вы должны уже что-то были написать в этой области. У вас должны быть уже какие-то решения в этой области. А что это любовь? Есть у меня любовь. Давайте к практике переходите. Не надо ее любить. Давайте что-то из этого создавать. Так, и последний вопрос, и мы расходимся. Так, давайте этот вопрос. Что думаешь об Артемии Лебедеве? Смотришь ли ты его? Я подписан на его канал в мессенджере Max, потому что там просто больше не на кого подписаться. Там же каналов больше нет. Там их всего, мне кажется, десяток. Меня туда не пускают, я там канал не могу завести. А Артемий Лебедев там ведет. Я как дизайнера его уважаю. Мне кажется, он молодец. Но во всем остальном я, во-первых, то количество нецензурной брани, которая идет из его контента, я не понимаю, зачем оно нужно. Зачем в таком формате вещать? Он звучит как... странно очень. Он постоянно ругается. Это первое, что меня смущает. Второе – это тематика. Он в последнее время переехал на интенсивное использование гендерной повестки. Женщины, мужчины, кто кому дал, кто кому не дал, как кого... в общем, это
мы тоже иногда это обсуждаем, но я стараюсь это как-то минимизировать, объем этого обсуждения. А у него в последнее время целые стримы на эту тему, целые подкасты по 2 часа. Они сидят там за столом в кухне, обсуждают темы ниже пояса. Мне кажется, мне бы хотелось, чтобы он рассказывал о дизайне. Когда-то же он писал о дизайне, когда он начинал свою студию, когда он вел на ЖЖ свой блог, он писал интересные статьи именно о дизайне. Сейчас он перешел в политику и в ее такой как будто бы нижний сегмент, такой для быдла как будто бы. И там активно пушит контент. Но при этом, как специалист, он, безусловно, классный. Я уверен в этом. Я его лично не знаю, но уверен, что он как спец, как дизайнер. Не просто уверен, я вижу его работы, он крутой. Но зачем-то попал в такой нижний класс политической, в самый низ политического контента. Такой для простых таких людей, которым нужно с матерком, про баб. Черт его знает. Не хочется туда спуститься, поэтому только читаю, но пока так. Все, мы сумели в этот раз ответить на все вопросы. На это у нас ушло 1,5 часа, а не час, как обычно. Я вас всех благодарю, что вы пришли, что досидели до конца, не ушли. Увидимся с вами теперь уже в новом календарном году. С наступающим, с праздниками. Мне было с вами приятно весь год провести. Надеюсь, вам со мной тоже. Подписывайтесь на телеграм-канал, читайте, пишите. Будем работать дальше. У нас впереди еще целый год, Новый год, работы и учебы. Пока-пока.